Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на первую половину месяца февраля. Давайте посмотрим период с 1 по 15 февраля, какие же карты вам сегодня выпадут и что интересного, соответственно, у вас произойдет в этот отрезок времени. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение под этим видео. Так я буду знать, что не зря это видео записала. И этот расклад вам подошел. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас получится. Раки. Первая карта — пятерка пентаклей. Возможно, кто-то из вас испытывает какие-то финансовые трудности или проблемы. Может быть, чувствуете себя отчужденными, чужими или как будто занесенными в черный список. Возможно, чувствуете, что в конце концов, знаете, себя как попрошайкой, что ли, знаете, в любых вопросах. Вот в реальной жизни или в эмоциональном плане часто бывает так, что вам как будто приходится унижаться или выпрашивать то, что вам нужно, да, чего вы хотите, то, что вы в принципе имеете право получить. Но при этом вы как будто это выпрашиваете. Может быть, в отношениях это вызывает у вас какие-то вот такие эмоциональные качели или неприятные, да, чувства, неприятные ощущения, что вы как будто должны гоняться за людьми, чтобы получить то, что вам нужно. Да, по этой карте. То есть как будто бы получить то, что вам и так принадлежит. Давайте посмотрим следующую. Восьмерка жезлов. Здесь, возможно, произойдет внезапная перемена, внезапная смена, да, и разворот событий, когда события начнут развиваться очень быстро. Некоторые из вас, возможно, находятся в какой-то поездке. Возможно, некоторые из вас здесь сейчас решают, стоит ли путешествовать. Может быть, рассчитываете свой бюджет, хватит или не хватит. Возможно, на это денег, да, то есть какие-то расчеты можете вести в этом плане с какими-то быстрыми переменами. Тут же пятерка мечей. То есть, если мы говорим про отношения, то здесь может быть, знаете, отношения с этой пятеркой монет, как, знаете, для некоторых из вас это как предостережение своего рода, напоминание, потому что, скажем, пятерка мечей наводит на вопрос, оправдывает ли цель средства. Формально это карта победы, но победа часто дается дорогой ценой и дается в тяжелой борьбе. Может приводить к каким-то, знаете, как ухудшению отношений с другими людьми или каких-то негативных чувств, которые между вами могут возникать. То есть сама по себе карта в целом, она не говорит о чем-то прям негативном, да, она не говорит о том, что эта карта плохая, да, но здесь, знаете, вам нужно делать все возможное для того, чтобы достичь чего-то, что вам, как кажется, вы хотите, или что вам необходимо, независимо от сопутствующего ущерба или независимо от цены, которую вы здесь должны заплатить. То есть здесь нужно в любом случае сделать шаг назад, и прежде чем действовать, разобраться, действительно ли это того стоит. Представить себе возможные последствия, исход событий и подумать, это того стоит, мне это нужно, и когда вы принимаете решение, вам нужно разобраться, а точно вы хотите это делать или нет, потому что с этой пятеркой пентаклей кто-то из вас может понести финансовые какие-то трудности, потери, да, может быть, какие-то проблемы в отношениях. То есть здесь какие-то могут быть неприятности с этим связаны, да, с достижением этой цели. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Тут же у вас есть пятерка жезлов и тройка пентаклей. Карта пятерка жезлов здесь как карта, знаете, опять-таки с каких-то препятствий, сложностей, возможно, какой-то борьбы, с которой вы сталкиваетесь. Это конфликтная карта. Это карта, которая показывает конкуренцию и стремление всех, да, сторон, возможно, решить какие-то разногласия. Когда есть у одного какое-то желание, у одного человека, и он не учитывает других людей. Или у вас может быть какой-то внутренний конфликт. Или у вас может конфликт возникнуть с людьми, с которыми вы работаете вместе, или с которыми вы сотрудничаете, да, или в партнерских отношениях любого плана. То есть здесь возникает какое-то разногласие, конфликт, какое-то недопонимание, какие-то проблемы, которые в этот период возникают. И эта тройка пентаклей, собственно, да, показывающая группу или энергию, она показывает командную работу, сотрудничество и взаимодействие, показывает, что вам как будто бы нужно находить компромисс, вам нужно договариваться. А проблема заключается в том, в этих отношениях или
взаимоотношениях с окружающими, что здесь могут не учитываться интересы других людей или не учитываться ваши интересы. Да, то есть это происходит в вашем кругу общения, и такое чувство, что внутри группы или внутри отношений существует какой-то конфликт по поводу того, как все должно происходить, как должно все делаться, может быть, да, как этот коврик здесь должен ткаться. То есть они как будто бы конфликтуют, ссорятся. Здесь муж, жена и ребенок, то есть семейная ситуация показана. То есть кто-то не согласен. Но это может касаться и работы на самом деле, то есть какой-то ситуации в коллективе. Поэтому тройка пентаклей. Давайте посмотрим еще. Здесь дальше карта шута. Карта шута, карта необходимости шагать в неизвестное, шагать во что-то новое, да. Возможно, здесь, знаете, кому-то из вас нужно быть осторожнее в том, что вы делаете, потому что эти действия могут обернуться для вас такими последствиями, от которых вы не сможете оправиться или не сможете исправить ситуацию впоследствии. И мне кажется, что это связано с отношениями. Возможно, речь идет о том, чтобы сбалансировать вот это, знаете, увлечение тем, что вы хотите, да, и началом чего-то, опять-таки, что может устраивать другого человека, да, то есть нужен какой-то баланс. Вы как будто будете пожинать то, что вы посеяли, потому что ваши действия будут иметь последствия и для окружающих вас людей тоже. То есть в конечном итоге здесь может создаться такая картина, знаете, у действия есть последствия. Эти последствия в отношениях с другими людьми, они могут заключаться как раз в том, что не учитывается точка зрения других людей. Возможно, не учитывается возможность идти на компромисс или адаптироваться. Да, как будто бы не хочет кто-то адаптироваться. Здесь же двойка жезлов, карта выбора и двойка мечей. Две двойки. Двойка жезлов, двойка мечей. Карта выбора, карта отшельник. Вопрос, который нужно решать интеллектуально, то есть нужно здесь будет мудро решение принимать, взвешенно, основываясь на фактах, логично. Быть очень конкретными в том, что вы делаете. Так, в любом случае нужно будет действовать на интеллектуальном уровне и также и на интуитивном уровне, то есть полагаться в какой-то степени на чутье, потому что у нее здесь глаза завязаны в этом вопросе. Возможно, возникает нежелание или сопротивление при рассмотрении какого-то вопроса, потому что тогда вам придется взглянуть на что-то с другой точки зрения, да, или с той точки зрения, которая вам неприятна, но вам в данном случае нужно скорректировать свою точку зрения, и это может вызвать у вас сопротивление, как будто бы вы не хотите сталкиваться с этой реальностью. Но вам нужно будет делать выбор, принимать решения, опять-таки основываясь на опыте, на мудрости, может быть, необходимости обратиться к кому-то за советом, кто мудр, опытен в каком-то вопросе, чтобы принять правильное решение. Здесь же карта повешенные, карта шестерка мечей. Карта повешенные, карта шестерка мечей. В целом карта повешенные, да, как возможность посмотреть на вещи по-другому, посмотреть на вещи в другой перспективе. А здесь есть и с шестеркой мечей, да, поменять что-то в своей жизни, изменить что-то в жизненной своей ситуации. Здесь, знаете, как карта, шестерка мечей — это карта исцеления. Как будто, вот знаете, вы оставляете худшее позади, вы движетесь в правильном направлении, это такой переходный период для вас. Вы движетесь в правильном направлении, и, возможно, впереди вас ждут еще какие-то трудности, но в целом это правильный для вас путь. И эта карта повешенного, которая здесь есть, она показывает возможность взглянуть на все с другой точки зрения, то есть взглянуть на вещи, опять-таки, по-другому. И это может дать вам более глубокое понимание и расширить ваш взгляд на что-либо, особенно на точку зрения других людей. Возможно, таким образом, что вы скажете: окей, хорошо. Может быть, потому что я вижу это иначе, да, я вижу это по-другому, с другой точки зрения, да, вы поменяете свое отношение, возможно, да, и
согласитесь, что нужно там с кем-то договориться, возможно, да, о совместной работе, чтобы продвигаться вперед, или в отношениях договориться, чтобы сохранять эти отношения, потому что вам они не безразличны, то есть вам как будто бы важно сохранить этот союз, но при этом решение должно быть опять-таки взвешенным, продуманным, оно должно быть действительно очень осознанным, потому что здесь, не получится иначе, потому что движение это по 6 мечей к лучшим переменам в вашей жизни. Оно не произойдет, если вы не сможете посмотреть на вещи под другим углом, если вы не сможете столкнуться с какой-то жесткой реальностью, если вы не захотите взглянуть на чужую точку зрения, потому что боитесь изменить там свои какие-то взгляды или свои там пожелания. Поэтому эта карта повешенного, да, она показывает другую перспективу. И, возможно, даже говорит о том, что вам нужно пойти на определенные жертвы сейчас для более долгосрочной выгоды. И, скорее всего, вы этим сейчас и занимаетесь, то есть несете какие-то жертвы сейчас, чтобы в дальнейшем иметь какую-то выгоду для себя, то есть какие-то хорошие перемены для вас, на которые вы рассчитываете. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на 2 недели. Соответственно, да, с 1 по 15 февраля мы для вас завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.